Всем привет! Приехали с ребятами в это место, пригород Ельца, города Ельца. И сейчас будем смотреть новый объект. Вот идет такой заборчик. Территория очень большая. Вот такая тут территория огромная. Здесь песочек, кирпич стоит, газосиликатный блок и цемент. А здесь вот сам объект. Будет гараж. Фундамент на гараже сделан из блоков и перекрыт плитами. И смотрите, как тут смонтированы блоки. Очень ровно, все четко сделано. Вот так, ребятки, надо монтировать. После дождей вот эти петли заполнились водой. И шприцем их откачали воду, чтобы постелить рубероид. Сначала сейчас забьем их раствором и постелим рубероид. Собрали мешалочку, выгрузили из машины. Здесь присутствует такая ванна, куда будет высыпаться раствор. И растягиваем шланг, гидроуровень. Будем смотреть фундамент, какие перепады. Обязательно нужно почистить фундамент. Здесь нам нужно будет по фундаменту пройти 3 ряда красным рядовым кирпичом, обложить плиты, чтобы потом шли блоки, будут идти блоки по плитам. Поэтому 0 будем отбивать по кирпичу, по красному. Открыл. И работа гидроуровня очень проста. Самый надежный нивелир. Один человек там на другой стороне подгоняет воду, а тут смотрим перепады. Промерили диагонали. Получается разница сантиметр. И вот этот угол самый высокий. Тот надо веселить на полсантиметра, а этот на 1,5 сантиметра. Тот на 1 сантиметр. Так что блоки смонтированы очень ровно, я могу сказать. С таким перепадом очень сложно смонтировать минимальный перепад. И мы сейчас выровняем все это кирпичом. Вот эти небольшие перепадики очень легко выравниваются. Сразу же на фундамент стелим гидроизоляцию. Цоколь будем поднимать 4 ряда рядовым кирпичом. Кирпичик стоит вон там. И немножечко нам придется его потаскать. Ну, тут не так уж и много. Здание небольшое. А завтра приедет манипулятор, и уже поставим блоки и облицовку уже внутрь, чтобы удобно было брать. Но сильно плиты нагружать нельзя, потому что плиты, видимо, какие-то бэушные. И на всех плитах есть трещинки. Плиты лопнутые. Поэтому надо будет расставить равномерно, чтобы они не лопнули.
Вот и все. Кирпичик дружно вместе перетаскали. И Сашка уже задействует поддончики, закрывает эту яму. Ромке сегодня не повезло. Вода находится далеко. Вон там строим гараж. И за водой нужно пройтись немного. Здесь еще такая грязь. Шли ливни. Но сейчас немного отольем воды. Эту бочку выльем и поставим возле нас. Нальем рядом воду. Мешалка находится вот здесь, а вода вон там. Первый ряд положили и берем направление шнуркой, направление стены. Направление берем в одну и в другую сторону. Завели уголочек. Вот таким способом я заводил. 2 3/4. И первый ряд ложок, второй тычок, потом ложок, последний тычок. Поработали 1,5 часика и закончился у нас кирпич. Было где-то штук 600, и нам не хватило, вот еще одного поддона не хватает. Заказчик привезет завтра с утра кирпич. Также поставим материал сюда внутрь. Вот такая кладочка, полуприсык.
Все шовчики забиты, все раствором. Все надо забивать растворчиком, так как это основание дома. На нем будут уже, на этом кирпиче, будут стоять все стены. Чарли с нами опять на работе, приехал нам помогать. Погода испортилась и заморосил дождик. Приехала техника ставить материал. Та-дам! И материал стоит внутри здания. Теперь меньше ручного труда, меньше таскать руками. И что самое главное, ребята, здесь есть туалет. Заказчик поставил уличный туалет. Такой цивильный. Потому что каждый раз приходишь на объект, нету туалета, как куда рабочим ходить, непонятно. Всегда нам приходится придумывать в каком-то месте туалет. А здесь заказчик позаботился о строителях. Вот такая базальтовая сетка будет использоваться у нас для кладки. Применяется вот для армирования горизонтальных швов кладки стен и связочных видов работ на основе цементно-песчаного раствора на всех этапах строительства, в том числе в сейсмоопасных районах. Газосиликатный блок будет класса под клей, и поэтому будем использовать вот эту сетку. Она толщина сетки не более 2 мм, и толщина слоя блоков под клей тоже не более 2 мм. Чарли, голод. Посильней. Молодец. А давай как ладушки поиграем. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Что пили брашку, что ели кашку, что на закуску, хрен да капустку. Вот молодец, вот молодец. Вот и готов 0 по всему периметру. Все шовчики забиты, как монолит. Основание будет. Все четко. Здесь вот с этой стороны не стали прокладывать кирпич, чтобы нужно сейчас заложить яму, кинуть доски, перекрыть эту яму, чтобы никто не провалился. Такой вот проект идет на гараж. Тут и план кровли, план подвала. Вот такой будет фасад. Так должен выглядеть. Только другой кирпич у нас будет. У нас кирпич Брайер. Баварская кладка. Так что такой вот проект. Тут все есть в этом проекте. Начали делать раскладку. Раскрыли
поддоны, вот такой кирпичик здесь, баварская кладка. И нам нужно брать с разных поддонов кирпич. Вот так от уголка будем отбирать и ставить. Один столбик сейчас возьмем с этого поддона, поставим, следующий столбик с другого поддона. И так будем с 3-4 поддонов разных, чтобы не было пятен накладки. Вот таким образом стоят стопочки с разных поддонов. Эта стопочка, например, с этого поддона, эта стопочка там с того поддона, третья стопочка с этого поддона. И кладем вот так. Беру с одной стопочки, потом с другой, потом с третьей. Будет вот так перемешиваться цвета. Пока что делаем раскладку и смотрим, что у нас выходит. Вот она, раскладочка первого ряда. Здесь получилось по 2,5 сантиметра. Облицовка надпущена. Тут будет отделываться цоколь. И по раскладке так вышло. И со всех сторон по 2,5 сантиметра идет напуск. И опять пошел дождик. Он сейчас нам не нужен. Раствор у нас будет темного цвета под сажу. Здесь такой краситель, сухой оксид железа. На мешалку вот эту 160 литров добавляем 3 вот такие баночки. Начинаем заводить углы. Начинаем класть облицовочный кирпич. Берем направление. У меня нормально легло сразу же по направлению. Сделали напуск. По 2,5 сантиметра у нас вышел здесь напуск. Заводим сейчас первый ряд, берем направление по шнуру. Все? Да, нормально. И в другую сторону также. Так, тут есть разворотик. Поправить надо. Все. У меня нормально. А дальше кладка идет под калибровку. Калибровка у нас, используем 8 под одинарный кирпич. 8 калибровка хорошо подходит. Шовчики будут смотреться нормально.
Натянули шнур. На вот таком уголке он держится. И потом будем переставлять уголок на следующий ряд. И перечаливается так шнурка. Очень удобно работать с вот этим уголком. И такая натяжечка. Как можно сильнее надо натянуть шнур, чтобы не было провисаний. Здесь под низом кирпича выступает вот этот раствор. Его счищаем сразу, потому что потом, когда засохнет, будут отделывать цоколь. Потом уже трудно, тяжело их будет сбить. Ромка тут миксует кирпичи с разных поддонов. Раскладывает по разным столбикам. Сначала делаем кладку с внешней стороны, а потом уже будем класть кирпич изнутри. А пока с улицы кладем, сколько достанем, так как отсюда видны все шовчики и удобно пока что класть с улицы. Проложили несколько рядов и расшиваем кладку такой расшивкой. Обычный металлический прутик. Утрамбовываем швы, уплотняем этот раствор и разглаживаем. А затем прометаем кисточкой. Сметаем лишние крошки раствора, заусенцы убираем. И в итоге получается вот такая стеночка. Такие шовчики гладкие. Такая гладкая расшивочка кирпича. Ну и вот здесь есть небольшие такие пятна. Просто кирпич на поддоне лежит без бумаги. И такие потертости. Но это все вот вытирается. Потом дождик пройдет один раз. Все смоет. Будет шикарно. Вот эта стеночка. И передняя стена с воротами. Здесь уже открылись вентиляционные окошки будут в этом месте. Несколько рядов проложим и будут такие окошки. Потом ставится решетка. Будут такие продыхи. И проект так интересно вот сделан. Первый раз попался вот такой проект. Все подробно сделано. И до такой степени вот сделано, что даже разложили мы кирпичи по раскладке вместе со швами. Вот этот размеры стен вышли именно вот по проекту с размером. То есть кто делал проект, учел даже вот эти шовчики. А так обычно идут размеры здания. Когда делаешь раскладку, выходит обычно другой размер. Там, или больше, или меньше на чуть-чуть, в зависимости от кирпича. И на поддоне нет ни одной этикетки. Даже вот не могу вам сказать, как называется, какой цвет именно, какая расцветка этого кирпича. У них разные вот расцветки. Это вот такого цвета идет кладка.
промеряем рулеткой высоту облицовки и смотрим, где вот подойдет сетка. Вот здесь получается 61. Блоки, высота блоков 20 сантиметров. Плюс первый ряд будет шов на раствор, побольше шов. И как раз в этом месте вот подойдет сетка подряд. На этом ряду выпускаем уже сетку. И также дальше смотрим, где выпустить сетку, и выпускаем. Бочку с водой переставили к мешалке и к песку. И цемент поставили с той стороны, рядом с песком, чтобы не таскать издалека. Ромик сделал себе такую приспособу. Кинул здесь 2 блока. Можно повыше сделать, можно там, как вам удобно. Поставил сюда кирпич, чтобы знать размер. Приколотил на гвозди 2 доски. Вставляет кирпичик и пилит сюда на окна. Вот этот кирпичик Брайер под темный шов, под сажу смотрится неплохо, симпатично. Ну и под белый шовчик он бы смотрелся тоже замечательно, я думаю. И вот так кирпичик за кирпичиком растет стена. Такой у нас пик. Да. Так. Подняли уже стены из облицовочного кирпича, уже такие высокие стены. И сейчас будем класть основную стену из газосиликатного блока. Кладка будет под клей. Первый ряд кладем выравнивающий ряд на раствор. Выпущена сетка для связи и для армирования кладки. Здесь, где ворота, передняя стена, оставлены такие вентиляционные отверстия. 2 отверстия. Перекрыли обычной арматуркой. Круглая арматурка, 8 миллиметров. Как раз подходит под шов. И также таких же 2 отверстия будет на задней стенке гаража, только вверху. Для кладки газосиликатного блока буду использовать вот такой инструмент. Киянка, гребенка, шпатель и пила. Пила у нас ручная. Можно использовать сабельную пилу или аллигатор. Кто-то использует бензопилу. Проложили первый ряд блоков. И дальше кладем под клей. Клей вот такой у нас. Вот так у нас получился первый ряд на раствор. Сам процесс я вам не стал показывать, процесс кладки. Просто тут важно, чтобы под уровень было и так, и вот так надо выровнять все блоки, чтобы были вот так по уровню. И вертикальный шов мы тоже не стали заморачиваться делать под клей, так как тут гараж. Гараж для квадроциклов будет. Неотапливаемое помещение.
И теперь заводим блоки уже вот так на клей, кладем. И дальше все будет уже под клей идти. Накладываем клей из ведра, расстилаю вот так на боковушку. Гребенку веду вверх, не вот так в сторону, чтобы ребра были параллельно вот этой стене облицовочной. Также стелю в эту сторону клей. Гребенку нужно держать прямо и тоже в эту сторону. Если вот так, то возможно продувание через вот эти ребра. Поэтому правильно стелить клей в эту сторону. Берем блок и аккуратно кладем, стараемся попасть под шнур, чтобы меньше его здесь двигать. И киянкой делаем вот пару ударов. Все, блок смонтирован. И чтобы его проверить, хорошо мы положили или нет, сейчас снимем блок. Попробуем снять, он уже присосался. Вот. И посмотрим. Смотрите, вот на тычке, вот они ребра, то есть ребра перекрыли доступ воздуха, то есть продувания не будет. И низ блока, вот они все ребра, то есть нету пустых пятен. Поэтому блок смонтирован правильно.
здесь метров 100-150 от нашей работы протекает речка. И я в обеденный перерыв решил сходить на речку, отдохнуть, покидать немножко спиннинг, попробовать что-нибудь поймать. Одел такую силиконовую приманочку на спиннинг и немножечко проведу время здесь возле речки. Тут тенечек как раз, отдохну, порыбачу. Подняли уже достаточно высоко облицовочные стены, перекрыли ворота гаража уголком по облицовке. Но здесь нужно будет еще ставить подпорку, чтобы уголок не прогнулся. Перекрыли дверной проем и оконный проем. По окну вот этот кирпич пилился, чтобы уголок вот сюда не выдвигать, чтобы вот здесь был вровень с этой стеной. Кирпичик пришлось подпиливать внутри. Ну и там вот все. Шов залепили все раствором. А здесь по газосиликатному блоку вот здесь идут четверти, 4 сантиметра. Будет вставляться окно, и здесь будет оставляться четверть по уголку, когда перекроется на основной стене. Выпущена сеточка, и высота гаража будет 3 метра. На задней стене, так же как и на передней, вверху открылись вот такие вентиляции. Вентиляционное окошко будет в кирпич и высотой 30 сантиметров. 4 кирпича одинарных. Вот такие леса сгородили. Все перестелили тут досочками. На леса кладем материал. Заказчик такие нам привез леса. Ну, достаточно удобно с этих лесов. И кладку накрыли вот так досками, так как с той стороны заходит черная туча. Передавали дождь, поэтому накрыли, чтобы кладка не намокала. Закончили мы строить гараж. Всего ушло на гараж 3000 облицовочного кирпича, 15 кубов газосиликатных блоков и 1000 штук рядового кирпича на обкладку вот плит, на выравнивание нуля. Получился вот такой гаражик. Высота гаража 3 метра. Высота ворот 2 метра 60. Здесь уже трактор копает под коммуникации. Спереди оставлены вот отверстия, вентиляция. По бокам 2 отверстия.
И также два отверстия на задней стороне гаража. Вот они, отверстия вверху. Здесь поставятся потом решеточки специальные, и будет вентиляция. Гараж заказчик строит для квадроциклов. А также здесь будут храниться его удочки, так как заказчик очень любит рыбалку и будет хранить тут снасти для рыбалки, там удочку, лодку. Также в гараже будет подвальное помещение. В подвал будет, скорее всего, там небольшой лифт опускать будет в подвал. Ну и здесь вот сделаны отверстия. По окну сделали такие четвертя с боков по 4 сантиметра. Сверху также 4 сантиметра четверть. Низ тут промазали раствором, закрыли отверстия в кирпиче. Также вот на порожке закрыли отверстия. И по двери здесь зачеканили все раствором. Наводим порядок небольшой, сгребаем мусор, выкидываем на улицу, разбираем леса. Такой вот получился гараж. А кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!